Война. День 271. Ситуация на фронтах. На фоне вербовки на войну из российских тюрем так называемым ЧВК «Вагнер» количество заключенных в мужских колониях России лишь за последние 2 месяца сократилось на 23 тысячи. При этом количество заключенных женщин не изменилось. То, что лидер группы «Вагнер» Евгений Пригожин вербует заключенных, давно не является секретом, ибо он сам об этом заявляет и выкладывает видео вербовки, несмотря на то, что это нарушает российские же законы, что является явным признаком несостоявшегося государства. Таким образом, на воле оказываются убийцы и насильники, что уже влияет на криминогенную обстановку, о чем уже даже не удается скрывать пропаганде. Альянс Свободы. Британия передала Украине ракеты Brimstone-2. Это ракета класса «Воздух-Земля» с дальностью поражения 60 км и боевой частью 6 кг. Ее также можно запускать с Земли, но дальность при этом сильно падает. Особенность данных ракет в том, что они способны сами искать цель и поражать ее в уязвимые места. Оператору лишь необходимо запрограммировать ракету перед пуском, какие цели необходимо искать ракете. Восток. Россияне с территории России обстреляли Старицу, Бочково и Амбарное в Харьковской области. По направлению Сватово-Кременная также обстрелы и бои. Есть информация о продвижении украинских войск, но о освобождении новых населенных пунктов ничего не известно. На правом берегу Северского Донца россияне в который раз атаковали Спорное, Белогоровку на трассе Т-1302 и Яковлевку, которую им уже удавалось занимать, но после были выбиты украинской контратакой. Бои в этом районе наиболее ожесточенные. Бахмут постоянно обстреливают и пытаются штурмовать. В сети полно кадров с полями, усеянными российскими трупами, которые никто даже не убирает. В Макеевке снова загорелась нефтебаза в результате обстрела. Продолжаются бои вокруг Авдеевки, но новых продвижений не произошло. Павловка остается спорной. Россияне достоверно контролируют южную часть села. Дальше обстрелы вдоль линии фронта, но без попыток атаковать. Юг. Спустя неделю относительного затишья после освобождения Херсон стал подвергаться обстрелам. Фиксируются прилеты по жилым домам, в частности кассетных боеприпасов. В ответ сообщается о взрывах на левом берегу Днепра, где была поражена база россиян. Генштаб Украины сообщает о боях на Кингурской косе. Вытеснение оттуда россиян позволит увеличить военно-морскую активность в Днепровском лимане и использовать порты Очакова и Николаева. В Мариуполе отмечаются колонны с боевой бронетехникой. Спасибо за просмотр, не забывайте поддерживать видео лайками, комментариями, подпиской, а также огромное спасибо всем, кто поддерживает канал финансово.